Проект пока носит чисто исследовательский и научный характер, но если машина будет вызывать интерес у людей, которые на Крайнем Севере живут и работают, и найдется инвестор, то в принципе можно начать производить его серийно. Весь процесс изготовления вездехода документируется, составляются рабочие чертежи, все отрисовывается в цифровом виде, поэтому серийное производство данного вездехода в принципе возможно. Ну, уникально, наверное, то, что он собран своими руками вот в данном помещении, и у него есть заложены какие-то узлы, которых, в общем-то, в других агрегатах нету. То есть, если брать другие аппараты, то там более легкая конструкция или там менее грузоподъемная. Здесь как раз и реализованная схема более мощных узлов для того, чтобы потом можно было на нее и сделать большую загрузку. В том числе, может быть, когда-то это и в коммерческий вариант перейдет, когда можно там 2-3 тонны какого-то полезного груза перевести и не бояться, что он утонет. Основная задача добраться до Байдарадской губы. Это место впадения реки Кары в Карское море. И там хорошие приливно-отливные течения и, на мой взгляд, идеальный полигон для испытаний машины на тонком подвижном льду. До этого там 1500 километров проехать по всяким зимникам и просто по бездорожью тоже интересно. Но для меня, как человека, который ездил уже по дрейфующему льду, я вижу, для меня много вопросов, потому что машина другого класса, большая, хорошая, удобная, но как она будет ездить, это самое главное. Для меня большой вопрос. Интересно очень посмотреть, что будет. Автомобиль предназначен для езды по Крайнему Северу в тяжелых погодных условиях, для езды по тем грунтам, по которым тяжелая колесная техника не едет, гусеничная не едет, преодолевать глубокий снег, торосы, водные препятствия, чтобы 4 членов экипажа могли спокойно себя чувствовать внутри автомобиля, комфортно спать, есть, жить на протяжении нескольких месяцев. Первый тест-драйв показал, что машина едет, и с небольшими доделками в ходовой она все-таки поехала как нам хотелось. В принципе, машина едет достаточно хорошо, и цель вот этих долгих испытаний, этой поездки на Байдарадскую губу, именно ресурсное испытание. То есть необходимо проверить машину не в условиях там, пробега 200-300 километров, а в условиях длительного пробега 3-5 тысяч километров.